Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала. Стройка продолжается, надо напилить 5 блоков. Будем использовать подарок. Заодно узнаю, насколько удобно работать в маске или без маски. Медицинские повязки не подходят для этой работы. Слишком воздух влажный, выходя из разных мест. На ресницах вообще получается красивый налет беленький. Глаза слипаются. То есть я работал без маски, задерживал дыхание. Один из зрителей подарил мне эту прекрасную маску. До этого не было возможности проверить в эксплуатации, но теперь проверим. Заранее отмечу, что вот внутренняя часть прилегает очень близко к носу, и влажное дыхание не пропадает в район глаз, и маска не запотевает. Ну, будем работать. Маска испытания прошла с успехом. Подзасралась, конечно. Но все равно, вот, когда я резал блоки, я старался не дышать, чтобы меньше фильтра забивать. Хотя очень все вечно воздуха не хватает. Конденсата, конечно, натекло с пол-литра. Но в остальном вещь шикарная. Большое спасибо. Органы дыхания надо беречь. Но беречь вот этой маленькой масочкой, да, тоже можно, но смотреть не получится. Когда режешь, я просто глаза закрывал, потому что смотреть невозможно. В такой типа маски можно все делать. Смотреть, дышать и прочее. Ну вот 5 блоков нарезал. В общем-то это, наверное, финальные, практически финальные мои перемычки. Больше уже, наверное, наверное, в принципе не понадобится. Ну, над дверными проемами, ну там перемычки, там блок поуже, там перемычки другого типа будут. Так что, в общем-то,
С нарезкой блоков я закончил, останется только верхний ростверк. Но там я буду людей нанимать. Объем работ получается 50, 15 и 2 по 12. 54, ну чуть меньше метра. Один я просто не осилю. Залить, нарезать могу, арматуру уложить могу, а принять бетон такой объем я не смогу. Это получается грубо где-то 1,8 тонны, куба, 1,8 куба надо бетона. Буду нанимать людей. Запросили у меня за эту работу порядка $800. Где-то так, 2500 белорусских. За то, чтобы принять и все. И, ну там, нет, в эту сумму входит нарезка блоков, укладка арматуры, вязка арматуры и принятие бетона. Ну и отдельно бетономешалку на гидравлическом конвейере. Это уже будет верхний ростверк. Или армопояс, как угодно называйте. Что еще по маске? Да, охрененная вещь. Охрененная. Работаешь, ну, во время реза стараешься не дышать, чтобы фильтра не забить. В остальном все видно, все прекрасно, ничего не попадает. Может быть, вот я даже вот когда вдохнул как-то во время реза, дыхание закончилось, легкий такой ароматик микропыли, наверное, был. Возможно, либо плохо натянул, либо, может быть, где-то через уплотнение проскочило. Сложно сказать. Ну, не знаю. Короче, зашибись. Большое еще раз спасибо. Всем советую. Маска для и покрасочных работ, только картриджи другого типа одеешь и все. Там множество картриджей, маска ЗМ против вредных веществ, против пыли в данном случае. Вот так, все, блоки нарезали, через пару дней уже зальюсь, наклеюсь и буду уже заниматься. Осталось тут 2 ряда мне буквально довести до центральной стены. Вот сейчас одна с перемычками будет и второй ряд сверху, и все. Простроблюсь и начну заниматься, уже буду ложить балки потолочные. А вообще, конечно, напиливание блоков, изготовление у блоков самая неинтересная для меня работа. Переноска блоков, она тяжелая, но не такая нудная. Там просто выкладываешься весь и все. А здесь вот это пылище, вот это все облако, это напиливание и без конца повторения. Вот самая нудная для меня работа. Пока что. Может быть, найду еще более нудную. Штукатуривание, например. А штукатуривание? Не знаю. Ну, пока что так.